Оля! Всем привет! Мы Александр и Вероника. Сегодня мы вам расскажем про гаджет, который стоит взять с собой в Аргентину. Ну и, собственно говоря, покажем то, что мы взяли с собой. Как мы оказались здесь и вообще как устроена наша квартира, вы уже могли видеть на нашем канале. Видео напоминалочки где-то вот здесь, ссылочки вы увидите. Мне кажется, там. Вот, возвращаясь к гаджетам. Мы проанализировали и узнали о том, что цены в разных странах на электронику могут отличаться. Причем очень сильно. Очень сильно, да, в некоторых случаях очень. Так, например, находясь в Турции, я решил себе обновить телефон и сверил цены между тремя странами: Дубай, Россия и Турция. Например, в Дубае телефон стоил 15, в России 20, а в Турции он вообще стоил 30. Сколько здесь он стоит, я даже смотреть не стал. Ну и, собственно говоря, я решил взять его из России с доставочкой. А в Аргентине все еще веселее. Да, здесь очень высокие цены, которые складываются из-за высокой пошлины. И при этом, при всем, здесь очень ограниченный ассортимент электроники. Поэтому мы заранее все проанализировали и привезли все, что смогли. Да. И без чего не смогли. Это точно. Ну и давайте уже смотреть. Вот что привезла я. А ты что привез? Я? Да, ты. Сейчас принесу. Я вот часики еще привезла. И пленочку на них. И еще и браслет сменный. Вдруг здесь не будет. Ну, похоже, он надолго. Тогда давайте начнем. Ну и давайте покажу, что привезла я. Это удлинитель Xiaomi Евростандарт. И фишка в том, что в него входят и наши российские вилки, а сам он входит в местные аргентинские, вот эти вот такие тройные. И это очень удобно, потому что только мы приехали, неважно, в какую квартиру мы могли заселиться, мы в любом месте могли уже подзарядить свои там телефоны, ноутбуки и все это. Саша, например, для работы было это архиважно. В общем, штука хорошая, компактная, маленькая. Все ссылочки на все, что мы покажем, будут в описании. В России эта вещь стоит, ну, примерно 1000 рублей. Достаточно доступно, найдете почти в любом агрегаторе. Ну и смотрим дальше. Что же. Стоматология в Аргентине, говорят, дорогая. И качество, говорят, у нее не очень. В общем, желания проверять у меня не было, поэтому не брать эту штуку варианта тоже не было. Это ирригатор, он служит нам уже, наверное, года 3. Очень удобная штука, помогает вместо зубной нити или вместе с зубной нитью. Ну, в общем, он водой прочищает отлично полость рта, чтобы там ничего не оставалось. Тут есть разные режимы, насадки. Можно использовать для всей семьи. Учитывая, что есть сменные насадки, он подзаряжается. Вот сейчас там водичка булькается. Ай! В общем, штука хорошая, мощная, к ней нужно привыкнуть. Но реально, когда она появилась у нас дома, у меня с зубами все стало на порядок лучше. А у Саши всегда все было хорошо. Но, в общем, я без него никуда, и даже в археологическую экспедицию его с собой брала. И вам рекомендую ознакомиться с тем, какие они бывают, и довольно хорошая штуковина, в общем, рекомендую. Ну и продолжая тему стоматологии, ультразвуковая зубная щетка Realme M1, кажется. В общем, штучка недавно, Саш мне ее подарил. Мне нравится, реально зубки после нее гладенькие, чистенькие, вибрируют, есть разные режимы. Вот так вот очень удобно ставится и заряжает. Я закупила сразу для нее чехольчик для путешествий, очень удобно куда-то с собой брать. Зарядки хватает, по-моему, на месяц. И сразу купила на год сменных насадочек. Классно, удобно, отлично, просто рекомендую. В общем, если, кстати, да, у иммигрантов очень часто портится здоровье в первые годы иммиграции, поэтому такие всякие штучки для вашего здоровья это прям must have. Берите обязательно. А вот этого красавчика вы заметили? Может быть, штучка не такая уж и нужная, но, блин, я не могла ее оставить. Это тоже Сашин подарок. Это компактный блендер Xiaomi.
Здесь, мне кажется, вообще очень круто с ним. Почему? Потому что, когда вы заезжаете в ту или иную съемную квартиру, не всегда в ней есть элементарно терка. А если вам нужно сделать соус, что-то смешать, взбить тесто на что-либо, однажды я в ней даже измельчала лук для фарша, чтобы сделать вкусные котлетки. В общем, штука удобная, у него есть такие вот зубчики, он совершенно не опасен, когда в открытом состоянии. А мне понравилось в нем делать разные коктейли. Смотрите, сейчас покажу. Берем банан, можно не только банан, можно всякие там разные фрукты. Берем альмендра лечи, и это не реклама. Альмендра лечи — это растительное молоко. Это растительное молоко. Как это, господи, миндаль. Берем альмендра лечи, оно здесь недорогое, растительное молоко, миндальное в данном случае. Здесь много разных всяких, очень доступные, в общем. Если что, это не реклама. Все. Сейчас буду пить коктейльчик. Вообще отключается сам, но я не стала ждать. Очень вкусно, сытно. Можно добавлять всякие семена чиа и вообще все, что вы любите. Отлично измельчает. Мне очень нравится и классный перекус. Можно брать с собой, потому что он заряжаемый, но я обычно использую его только дома. Так что рекомендую, эта штучка очень полезная. К сожалению, ко мне в багаж не вошла вафельница. Вместе это вообще идеальное сочетание. Конечно же, самое главное — генераторы уюта, домашности и тепла, ну и шерсти, и еще кое-чего. Это Los Gatos, а конкретно наши котики. Но о том, как их привезти, это не просто в чемодане, к сожалению. Мы расскажем вам в другом видео как-нибудь и про документы, и про прививки, и про переносочки, и про все остальное. А пока, дымочек, иди восвояйся. А сейчас я вам расскажу о том гаджете, о котором мы с Сашей дольше всего спорили, никак не могли решить, брать или не брать, покупать или не покупать. И это, та-дам! И это наш маленький беленький дружочек. Робот-пылесос бренда 360S9. В общем, я провела колоссальную аналитическую работу и выбрала этого дружочка. Он и пылесосит, и моет пол. Отлично справляется, а еще он строит карту, так как у нас двухэтажная квартира, он строит карту и понимает, куда нельзя ползти, и он еще ни разу не упал. В общем, очень умная штучка, ссылочку на него тоже обязательно размещу в описании, если вы ищете робота-пылесоса, который в среднем ценовом сегменте и который может работать сам, по расписанию, без напоминания, то этот дружочек прям для вас. У него есть свой пульт, он также управляется с телефона, дружит с умными домами и вообще русскоязычный. Очень хороший, нам очень нравится. Хотя Саша не хотел брать, но я настояла. Вот все те гаджеты, которые я смогла уложить в багаж из России. Нашел. Нашел. В смысле нет, я знал, где он лежит. Саша, что это? Это машинка для стрижки катышков. А, ну да, как же без нее? Ну, в смысле, это очень классная штука, она помогает вещам оставаться долго в хорошем состоянии. Купил себе в Турции, при помощи нее чищу носочки, кофточку, рубашечки, футболочки. Ну, хорошая штука. Слушай, да. Но а как же все то железо, которое ты вез? У нас же такой целый баул был, там штатив, GoPro, дрон. Ты не понимаешь, это другое. А, вон оно что. Ну, ладно. Это рабочее. Хорошо. Друзья, а без чего вы жить не можете в своей бытовой жизни? Какие гаджеты вам облегчают быт? И мне оставь. Хорошо.
что облегчает быт вам, пожалуйста, напишите в комментариях, что бы взяли вы с собой, а может быть вы уже переехали и какой-то вещи вам не хватает, и вы по ней очень скучаете. В общем, всем этим делитесь в комментариях, также проверьте подписку, лайки, колокольчики, все эти нужные штуки. Это мое. Сделай себе потом коктейльчик сам. Хорошо. Хорошо. Пока! Все, пока-пока. Пошел делать тебе коктейль.